Народ, всем привет, меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Друзья, зачастили, виноваты, зачастили с разговорными роликами. Сегодня исправляемся. У меня на столе уже готова эпоксидная смола, зеркало, которое мы сегодня будем декорировать, ну и ракушечки прямиком с Тихого океана. Кстати, также понадобится скотч и ножнички. Если вы захотите повторить декор в нашем стиле, так сказать, в стиле канала Мастак, у вас обязательно получится, друзья, потому что ничего тяжелого здесь не будет. А какой результат у нас получится, смотрите в конце ролика. Ну а мы начинаем. Поехали! Давайте приступать и сразу же объясню, с чего мы начнем. Друзья, мы выбрали две поверхности на нашем зеркале, которые мы будем заливать эпоксидной смолой. Всю остальную поверхность мы решили заклеить скотчем, дабы обезопасить от эпоксидной смолы. Я подготовил два кусочка скотча. Вы можете клеить, конечно же, как хотите. Я буду клеить с двух уголков. Этот уголок и параллельный ему уголочек. Смотрите, ну я, наверное, вот так вот примерно сейчас приклею. Я надеюсь, все очень хорошо видно. Вот так вот. Немножко воздух, но это бог с ним. Приклеили, соответственно, вот эту поверхность, которая осталась здесь, я буду заливать эпоксидной смолой. Краешки подгинаем. Вот так вот. Получилось как будто такая похоронная фотография. Обычно похоронные фотографии такие. Ну ладно, не беда. Так, второй кусочек скотча. Я думаю, аналогично я сделаю. Также уголок. В принципе, ничего страшного. Будет, наверное, я надеюсь, симпатично. Так, ну вот выбрали поверхность, какая нам нравится, допустим, да? Опа. Все. Все остальное лишнее. Соответственно, серединка зеркала вся должна быть обязательно заклеена скотчем. Потому что если мы не заклеим, вдруг смола потечет, у нас останется здесь пятнышко, а избавиться от него будет просто невозможно. Мы повредим зеркало, соответственно, будет просто пробел, пятно прямо на зеркале. Нам этого не нужно. Сейчас быстренько все зеркало клеим скотчем. 15 минут страданий и мучений с этим ужасным скотчем. Поверхность зеркала полностью защищена. Мое лицо наконец-то в зеркало не видно. Ну и я думаю, внимательный зритель обратил внимание на то, что по краям зеркала появились бортики. Да, это тоже достаточно мучительный процесс, очень неудобный, но сделать его вполне возможно. Я думаю, все понимают, для чего бортики, чтобы просто эпоксидная смола не вытекала. В принципе, вот так вот должна выглядеть уже заготовка перед заливкой. Ну а сейчас приступаем уже к замешиванию непосредственно самой эпоксидной смолы. Подберем цвета и будем уже что-то тут немножечко фантазировать, выдумывать. Начинаем! Чтобы сэкономить ваше время, мы не стали снимать процесс замешивания эпоксидки, так как вы его видели наверняка уже миллиардов раз. Просто вкратце объясню. Мы замешали смолу, выбрали три цвета, наш беленький, голубой и темно-синий. Будем создавать, естественно, имитацию побережья, волны или чего-то такого. И используем немножечко ракушечек. Так как у нас тоже места не так уж и много, мы решили на низ маленькие ракушечки, сюда три маленьких ракушечки поместить. Ну и сюда одну такую вот большую. Раздувать, к сожалению, феном, наверное, мы не будем. Как-нибудь аккуратненько, может быть, слегка прям подуем, потому что феном я боюсь, что все это размоется. Поверхность действительно слишком маленькая. Вот примерно вот такая вот картина у вас должна быть перед глазами, если вы делаете то же самое, друзья. Цвета, естественно, вы можете выбрать другие. Естественно, вы можете не использовать ракушки, можете, не знаю, цветочки залить там каким-нибудь другим цветом, красненьким, каким-нибудь зелененьким, каким вам нравится. Но суть в принципе одинаковая. Также, кстати, если кому-то не нравится форма просто уголка, можете скотч аккуратно вырезать по форме волны, чего угодно. Как угодно, кому как нравится, опять же. Ну а мы приступаем к процессу заливки, и камера немножечко перемещается поближе, чтобы все было хорошо видно. Начинаем!
Ну что, получилось хорошо, я очень доволен. И картина, как бы, и ракушки, все классно смотрится. Из минусов, конечно, пришлось дуть в футляр от ручки, чтобы немножко разогнать тут а-ля бриз и волны, но это такие мелочи, на которые просто не стоит обращать внимание. А нам остается подождать пару дней, чтобы увидеть результат, ну а для вас результат будет буквально через пару секунд. Ну вот, собственно, и готово. Мне очень нравится. Я думаю, результатом вы насладились в предыдущих кадрах. Ну, надеюсь, что и вам очень понравится. Хочу заметить, что скотч очень легко отходил, то есть проблем с этим не было. Работа очень простая, но красиво и интересно получается. Можно для новичков, кто только-только начинает работать с эпоксидной смолой, например, попробовать вот именно с такой вот работы. Вот. Я хотел бы, друзья, поблагодарить всех, кто нас поддерживает наш канал комментариями, лайками, подписками. Это очень важно, это нас очень бодрит и стремит снимать больше и больше. Мы очень стараемся. Спасибо огромное. Ну, а если вам понравился и этот видеоролик, то обязательно поставьте тоже лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь, потому что будет много-много-много всего интересного. Ну, а меня зовут Руслан. Я с вами прощаюсь. Всем пока!